День 1596. Алекс на связи. На самом деле, если использовать собственную систему умного дома, то становится довольно сложным, в принципе, сделать управление с помощью голоса. То есть умные колонки, они, конечно, интегрируются с разными экосистемами, но они практически все не могут нормально интегрироваться с системами умного дома, которые являются open source. Потому что, в принципе, производителям не очень это выгодно. И, конечно, они всячески стараются этого обойти, чтобы реально не составлять, не делать себе какую-то конкуренцию. Потому что системы умного дома open source, они, конечно, все-таки довольно больше гибкие, они позволяют всячески интегрироваться и с другими системами, и с теми же и фирменными решениями, и экосистемами. Поэтому, например, та же система умного дома Яндекса сразу получит большого конкурента, если она начнет интегрироваться с другими. На самом деле я использую две системы умного дома. Это Home Assistant и OpenHub. Причем я фактически использую в качестве интеграции, потому что когда я начал использовать OpenHub, я его сразу пробовал привязать к экосистеме умного дома от Яндекса. Home Assistant, когда я начал использовать, то уже больше в нем была возможность подключать разные экосистемы, существующие у нас. То есть это, например, можно, в принципе, сделать не очень сложную интеграцию с Туя. Но на самом деле это достаточно сложно. Нужно получать специальный ключ разработчика, и тогда получится привязать аккаунт. Или можно подключать другие экосистемы, но в целом, в принципе, получается тоже не очень просто. И не так давно, в принципе, появилось решение Home Assistant, которое позволяет вполне неплохо интегрироваться с, допустим, экосистемой Яндекса, и там, в принципе, можно пробрасывать большую часть устройств в умный дом Яндекса, и тогда и колонки Яндекса смогут нормально видеть эти устройства и управлять ими. Но на самом деле прокидываются в экосистему Яндекса не все устройства и не все параметры этих устройств. Например, понятно, что какие-то простейшие функции, например, включить или выключить, они появляются. Даже появляется, например, управление цветом каких-нибудь умных лампочек или светильников или светодиодных лент. Но какие-то более специфичные устройства или их параметры уже не пробрасываются. И поэтому все-таки либо это будет ограниченное решение, и не все команды будут поддерживаться, либо нужно будет что-то другое придумывать. Ну и вообще, конечно, не очень понятно, это поскольку это open source, сколько времени будет автор поддерживать это решение, как долго будет Яндекс позволять с помощью разных обходных решений подключаться к своей экосистеме. Поэтому полностью доверяться этому решению, наверное, не стоит и не получится. И все-таки нужно искать другие какие-то варианты. Когда я начал использовать систему OpenHub, то в ней было, в принципе, довольно практически, можно сказать, официально возможность интеграции. Это было решение кнопка «Дом», которое позволяет, в принципе, пробрасывать устройства из OpenHub в Яндекс. Понятно, что это все-таки внешний сайт, и никто не может гарантировать сохранение каких-то данных и паролей, и допустим, чтобы там не логировалась какая-то работа системы умного дома. Но, по крайней мере, оно раньше работало. Сейчас оно отключено, и там уже не получится нормально подключиться, интегрироваться. И нужно искать какое-то другое решение, которое позволит все-таки связать OpenHub и систему, например, от Яндекса. То, что касается вообще других экосистем, вообще у них такой направленности нет, да и самим разработчикам это не очень интересно как-то интегрироваться с этими
экосистемами другими, потому что это достаточно сложно, это решения, может быть, плохо документированы, и они постоянно меняются или развиваются. И, конечно, любое изменение означает, что нужно срочно переделывать саму интеграцию. Сам модуль, который отвечает за эту интеграцию с системами. И, например, Яндекс, он тоже довольно часто и интенсивно развивает, но поскольку уже довольно давно это решение работает, и документация, в принципе, очень много, но она может быть не везде актуальна. Я с этим сталкивался, когда пытался тоже это настраивать и использовать. Но по большому счету пока оно работает, и пока это, наверное, единственное решение, которое позволяет довольно просто интегрироваться. Ну и когда я делал интеграцию с системой умного дома Яндекса через OpenHub, там, в принципе, есть некоторые правила, как это оформляется, то есть это нужно специально в OpenHub прописать параметры устройств, их специально назвать, разбить специально по комнатам, и тогда они смогут прокидываться в систему Яндекса, но там поддерживалось только минимум функций, это просто включение или выключение, и также поддерживался тип устройства, это какая-то, как выключатель или это лампочка. То есть, если это лампочка, тогда командами свет можно включать или выключать в системе умного дома Яндекса. Если это выключатель, тогда нужно просто напрямую говорить, включить такой-то выключатель или розетку. И тогда только будет срабатывать. И мне пришлось фактически делать полностью свою систему. Сначала я использовал навыки Яндекса. Это, в принципе, такое открытое решение, которое можно настроить под себя. Но была проблема такая, что нужно, прежде чем начинать включать или выключать, например, свет, нужно сначала было запустить этот навык. Есть возможность сделать некоторые специальные команды, которые позволят запустить навык сразу, но это получается довольно длинная фраза, которую нужно произносить. И все равно, если фразу сказал, то после этого навык уже становится запущенным. И, например, другие команды Яндекс уже не будет воспринимать, нужно будет выходить из навыка. Ну и, в принципе, для обработки навыка есть очень довольно жесткие условия, что это должен быть внешний сайт, на котором поднят HTTPS, то есть нужно покупать SSL-сертификат, он стоит больше 3000 сейчас на год. И еще оплачивать разные, допустим, домены для этого подключения, что, в принципе, довольно накладно получается. Ну и, в принципе, этот навык тоже сделать публичным довольно сложно. Нужно проходить модерацию, там правильно прописывать, как он будет работать, как будет он взаимодействовать и как там будет аутентификация проводиться. Поэтому в целом это решение стало ненужным, когда Яндекс сделал отдельную, уже выпустил умный дом. Это, в принципе, работает по такой же схеме, как и навыки, но это некоторый такой специальный навык, который позволяет именно управлять устройствами. И когда его подключаешь, то, по сути, нужно то же самое все сделать, что и для обычного навыка, но придется дополнительно еще обрабатывать многие команды, которые специфичны. То есть это специальные форматы устройств, это специальные варианты ответов на запросы от системы умного дома. Но когда настроишь, тогда уже Яндекс и умные колонки от него видят эти устройства и могут выполнять команды и отправлять в систему умного дома команды для этих устройств. Но единственное получается, что типы этих устройств они фиксированы, можно только использовать разные комбинации. Например, можно сделать какой-нибудь, например, там, светильник, у которого будет, например, возможность регулировать громкость или, например,
включать какие-то каналы, то есть это уже нужно будет уже на стороне системы умного дома самому обрабатывать и каким-то образом реагировать. Причем в экосистеме умного дома Яндекс есть ограничение на время ответа, то есть она очень быстро отвечала система, и это фактически быстрее 3 секунд, иначе система будет говорить, что устройство недоступно. И, например, когда я использовал OpenHub, то я сначала пытался через облако подключаться. На момент, когда, допустим, я интегрирую систему, соединяя между собой, это, в принципе, вполне надежно работает. Но если я, например, даю команду или, допустим, экосистеме нужно считать параметры из OpenHub, то тут уже важно и может оказаться, что работа через облако слишком долгая и будет постоянно выдаваться ошибка. Поэтому я сейчас просто обращаюсь сразу напрямую в базу, в которой у меня хранятся все параметры, и команду также отправляю в систему умного дома. Яндексу уже возвращаю ответ, что все обработано корректно, даже не дожидаясь истечения этих 3 секунд. Умный дом Яндекс постоянно развивается, это в принципе хорошо, поэтому я планирую его максимально поддерживать у себя в системе умного дома, то есть максимально поддерживать все свойства и возможности описания устройств и их работы, разные типы устройств поддерживать. И стараюсь фактически тоже не отставать. Но, конечно, это занимает много времени. Я трачу на эту доработку, особенно когда какие-то существенные изменения делаются. И, например, при этих изменениях перестает работать. Но и свое решение я пока не тиражирую. То есть у меня оно разработано. В принципе, если нужно будет кому-то, я, конечно, предоставлю ссылку попробовать, поэкспериментировать. Но сейчас пока я использую OpenHub и интеграцию с Яндексом только для себя.